Бур глубокого бурения Центурион-9 пробивал 30-километровую толщу черного льда на спутнике Европа с глухим утробным воем, от которого у оператора связи Максима вибрировали коренные зубы. Этот звук не заглушали даже тяжелые амбушюры наушников. Экран монитора моргал монохромной зеленью. На глубине 28 километров датчики плотности внезапно сошли с ума. Вместо твердой водяной породы радар зафиксировал колоссальную пустоту. «Макс, мы провалились!» – раздался в динамике хриплый голос бурового мастера Семена. Он находился в нижней кабине платформы. Давление упало до нуля. Под нами какая-то каверна. И черт меня дери, термометры показывают плюс 4 градуса. Откуда здесь тепло? Максим быстро пробежался пальцами по механической клавиатуре, запрашивая телеметрию с нижнего модуля. «Семен, прекратить проходку, закрепить штангу, вывожу камеру на нижний подвес». Через 30 секунд на вспомогательном экране появилось изображение с глубоководного зонда, опущенного в ледяной провал. Камера качалась на тросе. Вместо вечной темноты подледного океана фонари выхватили циклопический, идеально ровный свод. Это не было природной пещерой. Стены состояли из монолитных блоков темно-серого, почти черного материала, напоминающего прессованный пепел со слюдой. Но самое жуткое было в центре. Там, глубоко под вечным льдом, находилось озеро. Оно не замерзло, но его поверхность не была жидкой. Вода напоминала густой, полупрозрачный кисель грязно-желтого цвета. «Макс!» Голос Семена в наушниках стал тихим, ломающимся от статики. «Камера, ты видишь это? На дне!» Максим прильнул к монитору. Внутри желтого киселя, на глубине нескольких метров, угадывались очертания. Это были огромные, правильной формы соты, тысячи, миллионы шестиугольных ячеек, и в каждой из них, едва заметно, поддергиваясь в такт вибрации бура, лежало нечто, напоминающее сморщенные, лишенные кожи человеческие эмбрионы со слишком длинными, многосуставчатыми пальцами. «Они шевелятся, Макс!» – прошептал Семен. Бур задел одну из ячеек, из нее что-то течет, желтое. Оно поднимается по буровой штанге сюда. Глава 2. Сигнал из колодца. Связь с нижней кабиной оборвалась без треска, просто мгновенно замолчала, оставив в наушниках Максима лишь ровный, мертвый гул пустого канала. «Семен! Семен, доложи статус!» Максим ударил кулаком по пульту. Автоматика жилого модуля Европа Прим занудно завыла сиреной. На потолке замигали оранжевые лампы аварийной тревоги. На главном экране вспыхнуло системное сообщение. Внимание! Обнаружен критический уровень биологического загрязнения в шахте Б1. Инициирован протокол изоляции. Тяжелые гермозатворы из вольфрамового сплава с тяжелым грохотом начали опускаться, отрезая жилой сектор от буровой платформы. Максим бросился к бронированному окну, выходящему на технологический мостик. Через толстое тройное стекло он увидел, как снизу, из темного зева буровой шахты,
медленно поднимается густой маслянистый туман. Он не рассеивался, а двигался плотной, упругой массой, словно живое существо. На острие бура, который заклинило в верхнем положении, висела огромная плеть желтого киселя. Она стекала на настил мостика, и везде, где эта субстанция касалась металла, титановые плиты начинали покрываться быстрой, ветвящейся ржавчиной, похожей на морозные узоры на стекле. Из темноты шахты показалась фигура. Это был Семен. Он шел странной ломаной походкой, выворачивая колени под неестественным углом вперед. Его скафандр был разорван на груди, а из прорехи вместо крови толстыми струями выливалась та самая желтая, киселеобразная масса. Она заменяла ему внутренности, надуваясь и опадая, словно суррогат легких. Семен подошел к бронированному стеклу, за которым стоял Максим. Его шлем был разбит, лицо мастера распухло, кожа приобрела трупно-зеленый оттенок, глаз не было. Из пустых глазниц наружу торчали тонкие полупрозрачные трубки, которые непрерывно втягивали и выпускали маслянистый туман. Он поднял руку и ударил ладонью по стеклу. Ладонь оставила на стекле влажный желтый след, который тут же начал разъедать верхний слой кварцевого покрытия. «Пусти!» – раздался звук, но он шел не из динамиков интеркома. Голос Семена, сухой и шуршащий, словно треск сухой травы, прозвучал прямо в голове Максима. «Холод – это лишь сон плоти. Здесь тепло. Здесь истинное семя. Открой». Глава 3. Желтый мороз. Максим отшатнулся от окна, тяжело дыша. Его руки колотила мелкая дрожь. Из носа по губе потекла тонкая струйка горячей крови. Телепатический голос твари ударил по мозгам с силой кувалды. «Бортовой компьютер!» – заорал он. «Экстренный сброс давления в буровом отсеке. Выжечь шахту водородными факелами. Запрос отклонен», – бесстрастно отозвался синтезированный голос ИИ. Биологический объект перехватил управление распределительным щитом. Система жизнеобеспечения. Переведены в автономный режим гнезда. «Какого еще гнезда?» Максим рванул со стены аварийный топорик и бросился к запасному шлюзу, ведущему к спасательной капсуле. Но станция уже умирала. Желтый кисель, поднявшийся из недр Европы, действовал не как инфекция. Он действовал как новая, агрессивная архитектура. Стены коридоров прямо на глазах деформировались, пластик и металл плавились, смешиваясь с биологической массой. На переборках прорастали огромные пульсирующие желтые пузыри, внутри которых угадывались силуэты тех самых эмбрионов с длинными пальцами. Они росли с безумной скоростью, пытаясь энергией ядерного реактора станции. В конце коридора, у самого входа в шлюз капсулы, Максима ждал Семен, или то, во что он превратился. Теперь это было существо высотой по 3 метра. Ткань скафандра полностью растворилась, обнажив волокнистое, желто-серое тело, состоящее из тысяч переплетенных трубок. Из его спины росли длинные, лещевые отростки, которые намертво вросли
потолок и стены коридора, удерживая монстра, как паука в центре паутины. «Ты сопротивляешься форме, Максим!» – прошелестел многоголосый хор в его черепе. Голос Семена теперь смешивался с тысячами других детских и писклявых голосов. «Земля отправила вас сюда, думая, что космос пуст и заморожен, но космос – это инкубатор. Мы ждали, пока вы пробьете скорлупу». Существо протянуло к Максиму длинную, состоящую из жгутов, в руку. С его пальцев капала едкая желтая слизь. Глава 4. Последняя глубина. Максим не стал стрелять или бежать. Он знал, что бежать некуда. Спасательная капсула уже была оплетена желтыми нитями. Он медленно отпустил аварийный топор. В его глазах отражался оранжевый свет умирающей станции. Зуд, начинавшийся в его собственных легких еще пару минут назад, наконец прекратился, сменившись странным противоестественным теплом. Максим поднес руку к лицу. Кожа на его запястье лопнула, и оттуда вместо крови медленно показался маленький, полупрозрачный желтый лепесток из плоти. Он улыбнулся. Страх исчез. На его место пришло леденящее, абсолютное спокойствие. «Мы готовы к отправке отчета на Землю», – тихо сказал Максим. «Пустоту коридора». Существо впереди него раскрыло огромную, разорванную до самой груди пасть, из которой ударил столб теплого, сладковато-желтого пара, полностью поглощая последнего живого человека на станции.